Итак, дорогие друзья, я первый ролик хотела снять про тетраграмматон, но получился он немножко такой долгий и совершенно на другую тему, о чем я не сожалею. Все-таки про эту тему тоже нужно было говорить. Собиралась, никак не могла снять. Тетраграмматон, что в переводе с греческого, именно с греческого, говорят некоторые, с латини, может и так правильно, означает 4 буквы. Четыребуквие, четверобуквие по-разному. И многие считают, что тетраграмматон это... я вам сейчас объясню, почему я снимаю, еще раз повторюсь. Я на днях хочу вам подарить обращение к тетраграмматон. Еще раз напомню одну сумасшедшую бабу, которая сказала: это Хосроева, вот ей делать больше нечего, какие тетраграмматоны придумывает. Ну, что делать? Таких колдушек у нас много. Неудивительно, что колдушка в жизни не читала, знать не знала, что в их кишлаке, наверное, буквы и цифры не проходили особо. Так вот, тетраграмматон. Четверобуквие считается название Бога, верховной силы, начало. Теперь послушайте внимательно. Дело в том, что приписывается это слово тетраграмматон кабале, каббалистической магии, каббалистической религии там, и так далее. Но вы забываете, что этот народ имеет происхождение шумерское, то есть из Междуречия. Шумерская культура, аккадо-шумерская культура, она одна из древних, но там перемешаны очень много божеств, очень много сил, очень много эгрегоров, очень много различных, скажем так, течений, да, религиозных, того времени языческих и так далее, верования, традиций, обычаев, обрядов. Кроме всего прочего, не забывайте, что сей народ побывал несколько раз в плену. Египетский плен, переписал оттуда из книги мертвых, то же самое, например, песни Соломона, практически переписаны из книги мертвых египетским богам, вот эти все восхваления и прочее. Потом они побывали в плену в Вавилоне, в Вавилонском плену. После, когда персы завоевали Вавилон, медийцы и персы, то они уже были как бы в плену персов и медиан. И там переписали очень многое. За всю свою историю сей народ переходил из одной страны в другую. Возвращались они снова в свою страну, строили по новой, и опять их уводили в плен. Очень тяжелая судьба. Но вся культура пропитана различными течениями, различными религиозными такими аспектами и различными именами богов. Но все приписывается одному богу, Яхве. Почему четверобуквие? На самом деле тетраграмматон понятие не каббалистическое. Просто на латине и на греческом начали называть это понятие тетраграмматоном. 4 буквы. Е, Х, О, А. Вот таким образом. Е, Х, О, А. Потом это переписалось как Иегова, потом Яхве. И приписали тетраграмматон именно Богу иудеев. Что на самом деле абсолютно неправда. Тетраграмматон не есть Яхве. Яхве, тот, который украл и переписал всю историю Библии на себя, объявив богов языческих вне закона, он точно так же переписал на себя понятие тетраграмматон. Высший, вышний, единственный, начальный, Бог справедливости, Бог Создатель, Отец богов и так далее. 4 буквы. Начало,
создатель неба и земли и прочее. А теперь хочу вам сказать, что тетраграмматон, во-первых, понятие 4 измерения жизни человека. Прошлое, настоящее, будущее и смерть. После смерти, жизнь после смерти, жизнь его души. 4 измерения. 4 стихии. 4 основные стихии, которые есть в нашем мире. Огонь, вода, воздух, земля. Далее. 4 стороны света. 4 дороги, перекресток. Опять 4. 4 верховных божеств. 4 измерения верховного мира в египетской мифологии. 4 измерения нижнего мира в халдейской мифологии. 4 основных божеств света и мудрости, милосердия и правды. Истины, боги истины. Смотрите. 4. Халд, которую еще называли Халди или Эхалди. Но основной корень его имени Халд. Халди, Халд. Урарский бог. Урарский – это ассирийское название горы Арарат, Арарату, которым Борис Петровский переименовал, то есть древнюю Армению, потому что когда они сделали раскопки со своей женой, нашли древние, очень древние источники, то в Кремле сказали, что как-то не очень опубликовать, мы братские народы, никто не должен быть древнее, и вот такая дурацкая идея. И он не хотел вот это терять, вот эти все раскопки, это все он нашел Тейшибани, он нашел значит, паспорт Еревана практически. Я, Аргишты, сын Менуа, построил город сей во славу себе и богам Эревуни или Эреван. Так вот, и он всю ночь думал с женой и решили применить термин. В ассирийском языке очень мало используется буква А, чаще У. Урарату, Урмия, Урма и так далее. И они сказали, а вот как бы ассирийцы назвали царство Араратское? Ураратское. Урарату, Урарту. Пошли, сказали, вот мы нашли древнее царство Урарту. К сожалению, это заблуждение осталось до сих пор, и так и продолжает идти. Историки снимают там всякие там документальные фильмы про царство Урарту и прочее. Каждое заблуждение, знаете, не... Самая живучая правда – это ложь. А на самом деле это древняя Армения, древнее царство Араратское, потому что это третье царство. Первое – Найри, второе – Биайни, третье – Урарату. Ну да ладно. Бог Халди, Урартского государства, Араратского государства. Халд. 4 буквы. Дальше. Арамазд. Его сокращенно называли, смотрите, Арамазд, арийский бог или арийская сила, отец Ариев. Чтобы сократить это название, Арам, слово Арам и есть Арамазд, отец Ариев. Бог Арамазд, сокращенным Арам. На грузинский лад бог Арма. Армази, Арамазд. Арма, 4 буквы. Дальше. Бог солнца, дневного света. Арек. 4 буквы. Дальше. Михар или Мгер. Михар, бог света истины. Это верховных богов. По 4 буквы они все. Михар или Мгер. Дальше. Ашур. Верховный бог ассирийского царства, ассирийцев. Тот же самый дарующий свет истину. То есть тот же Арамаз, воплощение в ассирийском названии, на ассирийский лад названный. Ашур. Бог света и справедливости. Бог света и справедливости в Вавилонии,
Мидии, Персии, Ахур. Ахур Мазда. Бог света, справедливости. Ахур означает Бог. Это, как бы вам сказать, артикль. То есть он есть такой-то Ахур, который Мазда. Ахур Мазда. Ахура Мазда вместе. Ахур, Бог. До сих пор, значит, народы, да, персидского происхождения на фарси верховного Бога называют, или божество, или вселенная, или тот самый Создатель, или наш Небесный Отец, или тот, который справедливый. Худо. 4 буквы. Худо. У меня бабушка говорила, когда там спорили, говорила, ну ладно, ладно, Верховный Худо нас рассудит. И я не понимала, естественно, была маленькая. Худо. Бог справедливости. Бог как бы справедливо карающий. Отсюда и слово может быть худо. Вот худо, то есть покарали тебя, худо тебе. Справедливость пришла от Бога. Понимаете, очень так, если так покопаться, в каждом слове и в каждом выражении есть очень глубинные такие мысли, которые идут издревле. Теперь смотрите, кто такой тетраграмматон? Тетраграмматон – это 4 измерения человеческой жизни. Прошлое его, настоящее и будущее. Нет человека без прошлого, настоящего и будущего. Каждый человек имеет прошлое. Каждый день становится потом прошлым. Вот этот день будет прошлым завтра уже. Прошлое, настоящее, будущее и после смерти. Потом жизнь нашей души, 4 измерения. 4 дороги, 4 измерения верхнего мира, 4 измерения нижнего мира. 4 верхние боги. В каждой культуре есть 4 верховных богов, самые главные, самые те, которые являются отцами и создателями богов других и других измерений. 4 стихии: вода, огонь, воздух, земля. 4 буквы верховных богов древнего мира и всех народов. Еще если так дальше покопаться, можно еще найти, например, в индуистской религии Вишну. Это, как бы сказать, это добавление, это как бы вам сказать, это как обозначение, на самом деле, Вишен, высший, верховный. И самое главное, что такое тетраграмматон? Ключ. Ключ, вход в магию. Вот эти все 4 имена богов верховных. Богов света, богов мира и справедливости, верховных богов. Вот эти 4 стихии, вот эти 4 измерения человеческой жизни и прочие, 4 дороги, 4 перекрестка, 4 верховных миров, 4 нижних миров. Все это как ключ. То есть ты знаешь это все. Следовательно, тебе дан ключ в магию. Вот и есть тетраграмматон. Вход в магию, ключ. Ключ в магию. Все эти верховные, главнейшие понятия мироздания, собранные воедино, призываются. То есть это ключ, который открывает дверь. Открывает твою дверь, и просьба твоя будет услышана. Ведь ты же назвала эти все 4 священные цифры, да? Ты сказала тетраграмматон или именем тетраграмматона. Значит, ты знаешь, что это все воедино собранная жизнь человека. Я бы даже сказала 4 возраста человека. Детство, юность, молодость, старость. То есть человек, который обращается через тетраграмматон или к тетраграмматону, то есть изначальному 4 измерению мироздания, 4 возраста человека, 4 мира, 4 верховных бога и 4 буквы верховных богов и прочее, прочее. Это тот человек, который знает, что он хочет, и он обращается уже как бы
понимая, осознавая мироздание. А раз уж ты знаешь мироздание, это как свой человек, пустите, да? То же самое. Вот я знаю мироздание. Почему в некоторых словах, некоторых заговорах звучит так? Дано мне там знать, или знаю вот черные псалмы черной магии, или знаю 40-й псалом первой главы, или знаю имена таких-то богов, или знаю потаенное слово, и через то слово, значит, власть мне дана, и так далее. Ты говоришь о том, что тебе можно. Тебе можно дать эту силу, эту помощь, потому что ты свой человек. Я знаю это все. И от их имени и обращаюсь. И тут же дверь открывается. Одно дело пойти там постучать, сказать: помогите мне, пожалуйста, сделать документы. Вот я пришел, скажу: завтра приходи. Другое дело пойти постучать, сказать: а я от Петровича, он мне сказал, что вот вы можете мне сделать, и я в долгу не останусь. А, проходи давай. Поняли? Я вам грубо объясняю, но на понятном языке. Я знаю тетраграмматон, я знаю, что это такое. Я знаю, что это 4 измерения жизни человека, 4 измерения мироздания, 4 дороги, 4 стихии, 4 верховных бога, 4 буквы верховных богов. И я это знаю, поэтому пустите меня туда. А вот эта хитрость Е-Х-Х-О или Е-Х-Х-У, эта хитрость была придумана для того, чтобы переписать тетраграмматон Яхве, которым он не является. Ибо Яхве не пишется 4 буквами, как некоторые считают. Я-х-в-э. Как? 4. Это в русском языке есть я. А в том языке я буквы нету. И-я или х-а. Е-х-а. Е-х-а. И так далее. Там никак не пишется. В одном случае пишется 5 букв, в другом случае еще что-то. Там не собирается 4 буквы. А почему назвали тетраграмматон именно Яхве? Почему именно Каббала? Потому что там очень много забрано, украдено из разных народов, разных культур и присвоено. И это название в том числе для того, чтобы вас запутать. Это вы все равно к Яхве обращаетесь, это к нему, это его имя славите. Нет. Извините, мы славим верховные божества и 4 измерения мира, и 4 дороги, и 4 стихии, и 4 составляющих жизни человека. Еще мы славим Халд, Арам, Ахур, Мегер, Михар, Арма, Ашур и Худо. Вот что мы славим и через кого мы обращаемся. Ключ это. Ключ в магию. То есть ключ в заговор. Но, естественно, составлять эти заговоры должны быть ведьмы, то есть должны профессиональные люди. Просто так вы сядете, будете орать тетраграмматон, вас никто не услышит. Но правильно использовать его нужно там, где надо. И вас сразу услышат и помогут. Это очень сильный ключ. Видите, какие тайны я вам раскрываю? И то, что вы нигде никогда не прочтете. Наберите и прочитайте, будет совершенно иная информация. Абсолютно не соответствующей традиционной информации, которую мы привыкли читать. Кто такой сатана? Ой, он плохой, всех людей там искушает, он такой-сякой. А я вам сказала, кто он такой. Кто небесная царица или царица небесная? Ну, конечно, Богоматерь Иисуса Христа, Матерь Божья. Нет, нет, нет. Инанна, Иштар, ее так называли. А еще ее называли голубая небесная корова. Это Исида. Некоторые говорят перевоплощение, некоторые говорят, они меняются ролями. Но в любом случае это не есть Мария. Так что традиционная, принятая какая-то информация – это одно, а то, что дано и открыто немногим – это другое. И не спрашивайте, откуда мне это все приходит. Еще есть тайнопись, которая открывается не всем. Еще есть древние книги, еще есть книги, которые невозможно приобрести, но можно снять копию. Много чего еще. И я надеюсь, что мои знания послужат вам. И вот когда я сниму про тетраграмматон, заговор, я, естественно, посоветую, порекомендую сначала посмотреть вот это объяснение, чтобы вы поняли, сложилась картина. Что это и как это. Точно так же, как и в случае с абракадабра. Всем удачи!